Мы с тобой встречались осенью 23-го. Да, вообще все кайф. Как у тебя прошли эти, 7-8 месяцев? У всех, кто не сдался, у всех, кто остался. Все еще нету формулы. Все очень круто. Просто делать по кайфу. Я прям с этого кайфую. Это мировая история. Почти год, который прошел, я невероятно рад. Что дальше будет только лучше. Так что давай через год я возьму у тебя тоже интервью. Так, Мишаня, ну что, значит, мы с тобой встречались осенью 23-го. Было такое. Ты тогда был в невероятном восторге от Дубая. Вообще. Невероятном. Сейчас у нас, июнь 24-го. Что думаешь сейчас? Настолько же ты в невероятном восторге от Дубая, как был тогда? Ну, да. Ну нет, понятно, что какие-то первые эмоции подутихли, но в целом все то же самое. Разочарований никаких, и только наоборот, все классно. Только двигаться дальше. Так, в прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали, я бы работал только в Сохо, в рестиках, и в Secret Room иногда играл. В ноябре я ушел от ребят. Не ушел, в смысле, мы просто разошлись, закончили, я у них закончил играть. И просто там иногда потом продолжал в Secret Room уже играть, как фрилансер. И все, я ушел с контракта и полностью ушел на фриланс. То есть нигде постоянно я не играл. Ну и сейчас можно так сказать, что я постоянно в каком-то месяце, там несколько дней в неделю я не играю. Вот, только как фрилансер. Получается, что ушел с контракта в никуда. То есть ни в какое-то другое место, ни какой-то на другой контракт я ушел. Я уже начал работать с сентября, с октября с какими-то агентствами. Были какие-то ивенты, какие-то корпоративные, какие-то открытия каких-то мест или еще чего-нибудь. Значит, как фрилансер работаешь уже, считай, с ноября. И тебя Да. такой формат больше устраивает, чем на контракте? Ну, я не помню, мы когда с тобой тогда разговаривали, мы это обсуждали или нет, но на фрилансе ты зарабатываешь сильно больше, чем на контракте. В зависимости, конечно, от контракта, от места и вот этого всего, то просто если взять цифры на часы поделить или на сеты, то это в разы больше ты зарабатываешь. Поэтому меня намного больше устраивает. Собственно, как и в России было, что я старался меньше работать, больше зарабатывать. И тут к этому уже ушел. Что только ты работаешь как фрилансер, у тебя нету ничего постоянного, ты не знаешь то, что ты каждый день, каждую неделю ты будешь играть. Ты этого не знаешь, но меня намного больше это устраивает, по крайней мере. Поэтому многие-то выбирают контракт, что это стабильность, не нужно париться, будет работа, не будет работы. Ну да. Контрактик. Но тут, наверное, все зависит от того, у кого какие цели, кто что преследует. Вот это мы точно уже обсуждали, что я не воспринимал диджеинг как заработок изначально, что это мне нужны деньги, я буду диджеем, потому что я буду зарабатывать много денег. У меня не было такого изначально. Получается, что я стараюсь получать удовольствие каждый раз, когда я играю. А когда я играл на контракте, ты играл 5 дней в неделю. Помимо этого контракта были еще другие гиги, другие выступления на ивенты или в другом месте, на вечеринке, в баре, все такое. И у тебя получалось, что у тебя в день может быть сет в 2 или 3 сета в один день, в неделю у тебя не может быть вообще никаких выходных, ты поспал, проснулся, поехал играть, или поиграл, проснулся, готовишься к сету, и вот это замкнутый круг. И это очень сильно выгорает, получается, настроение от этого. Ну, у меня, по крайней мере, были такие ощущения, что ты попадаешь в эту петлю нескончаемую, в конечном итоге просто перестаешь получать удовольствие. Ну, сейчас с деньгами все более-менее ок. Ну, с деньгами точно сильно лучше, чем было на контракте. Ну вот, летом знаю, что мало работы на фрилансе у ребят, и они поэтому-то и уезжают тоже, что корпоратов мало, ивентов мало. Но мне нравится, что у меня, если я называю ивенты, это я уже понял, что у русскоговорящих ребят, которые не ивенщики, у них слово «ивент» воспринимается в отрицательную сторону. Это значит, если люди слышат «ивент», они воспринимают, значит, это пьянка, это значит кабак, это значит свадьба или день рождения, где к тебе подходит 10 человек, суют свои телефоны и говорят: поставь вот этот трек, поставь вот этот трек.
поставь вот этот трек. А у меня нету, у меня под словом ивент не воспринимаются дни рождения и свадьбы. Только, например. У меня было много открытия заведения. Или какой-то бренд просто устраивает вечеринку по своим брендам, зовет каких-то блогеров, инфлюенсеров. Ты играешь на этой вечеринке. Это же ивент, получается. Можно сказать, даже это корпоративный ивент, потому что это какой-то бренд делает вечеринку. Типа я у Этро играл, у итальянского, может быть, кто-то знает, у итальянского бренда. Они просто сделали в Дубай Опере вечеринку, позвали блогеров, таких всяких ребят. Все, и вот я играл там открытие, закрытие. Это же ивент. И я, если буду кому-то рассказывать, я играл на ивенте, вот там. И все будут думать, что я играл на ивенте. Фанфары ставил. Да, что я ставил фанфары, ставил хоп хей лалей, ну или там что угодно. Но по факту это было супер стильное мероприятие. А как они сейчас на тебя выходят? По сарафанке или ты как-то себя пиаришь, продвигаешь? По сарафанке, либо я отыграл, там кто-то был, подошел, спросил контакт, этот контакт потом дали кому-то другому. И, в общем, это что ты пришел, ты отыграл, кому-то это понравилось. Человек, который тебя позвал, организатор, может тебя другому посоветовать, либо там на этом мероприятии кто-то был, он у тебя спросит контакт. Или, в общем, все как бы как паутина друг за другой получается идет, что ты здесь хорошо выступил, там об этом кто-то узнал. Дальше ты пошел, там об этом кто-то узнал. Главное хорошо выступить в момент, когда тебя позвали. И сейчас все больше иностранно говорящих заказчиков, чем русско. Нет, наверное, 50 на 50, наверное. Но мне тоже очень нравится, что какие-то местные агентства начинают общаться, либо запросы просто приходят, либо я уже играю, работаю с какими-то местными агентствами, которые просто выходят. Вот, это очень прикольно. И когда они узнают, что я из России, это удивление вызывает, что ты пришел, играешь вот так, как ты играешь, и люди, немного удивлены, в общем, что в России так играют. Или кто-то из России так может играть. Хотя тут есть, опять же, про Киди мы скажем. Киди, которого все иностранцы знают, но не все, значит, его знают. Так, ну что, значит, в тот раз мы с тобой встречались, это был ноябрь, мы ехали с тобой в Абу-Даби, в твое прекрасное место. Ты тогда был очень доволен, что ты вышел из пике, что ты как бы вышел опять в строй, у тебя появилась работа, ты был очень доволен. Как у тебя сейчас настроение, что сейчас думаешь вообще, как работа? Да, вообще все кайф, вообще все потрясающе, не знаю. Работы много, интересных дел много, помимо работы. Типа, вообще, опять же, мы к этому слову вернулись, работа. Не очень прикольно. Не в моем случае это работа. Мы балдеем, кайфуем. Нам за это платят. Как Леша, да, говорит, что это не работа, это просто приезжаем, кайфуем. Ну да, точно. Я тусуюсь, мне платят, как говорил Яникс. У тебя сейчас стала появляться еще другая работа. Видел, ты в Ош работаешь, да, сейчас? Ну, не, в Ош я, в смысле, не работаю. Это вот был гиг просто. Вот вчера играли. Это очень прикольно. Знаешь, типа, я вроде ушел от такого формата, потому что я когда прилетел сюда, я играл в караоке в одном, ну, образно говоря, караоке. И такой там формат Насыпалова, кабак, трэш, вот такое играешь. И мне это на самом деле доставляет некое удовольствие, несмотря на то, что я там что-то там скретчер, там все дела. Мне это доставляет удовольствие, и я вчера прям такой играю, думаю, ой, вот это вкуснятина, ой, вот это я играю. Типа прикольно, так понимаешь, скучаешь по такому формату, когда долго не играешь, такой влетаешь и ой, кайф. Да, это правда. Так, ну твое место, ты сейчас там по-прежнему работаешь, у тебя как контракт? Да, в Абу-Даби я также работаю, в Бродвее, катаюсь, играю на винильчике, все прикольно. Узнаю много новой и старой музыки. Вот это прям так, именно такая формулировка. Новая, старая музыка она для меня. Вот. И сейчас лето чуть-чуть послабее, там, может быть, будет типа меньше дней, меньше часов, туда-сюда. Вот. Но это пока такой, знаешь, формат хасла. Но я двигаюсь в параллельном направлении еще там, в развитии личного бренда и тому подобных вещей. И не только этого. И я еще в последнее время был типа супер бизик. И причина тому, что я там открываю один проект здесь. Он не связанный с диджеингом, но он связанный с музыкой, да. Мы поэтому с тобой вот не могли встретиться никак, потому что я переносил, думал, я хочу там что-то анонсировать на интервью. Я не знаю, типа, это не будет никакого там грандиозного супер-пупер анонса, но
Ну да, я вот запускаю, надеюсь, вот, что он там к выходу этого интервью я уже там все точно 100% запущу, но сейчас это 90%, 98% done, типа вот так. Так, и что это такое, рассказывай, в двух словах хотя бы. В двух словах, это персональная радиостанция для любого заведения. Не только заведения, типа мы говорим не только про ресторан, там, барбершоп, спа-салон, что угодно. Типа ты вот заходишь в магазин, и ты слышишь, всегда играет какая-то музыка, бэкграунд. Ну не магазин, там, скажем условно, в барбершоп ты зашел, играет какая-то музыка. Вот. Ее, как правило, составляет там какой-нибудь став, сами себе что им кайф делают и угорают там. Вот. А можно сделать это все профессионально, когда у тебя есть там люди, которые составляют тебе плейлисты. Вот, соответственно, я там человек, ну я не один, но мы типа составляем плейлисты и делаем из этого радиостанцию. И все, они играют в постоянном шафле, и люди балдеют, кайфуют. И это прям реально онлайн? То есть люди Да, это могут зайти? Это на онлайн, сайт? да. У меня сейчас типа есть, например, заведение в Сиднее, оно работает, типа там стейкхаус, они просили, вот нам нужен такой там, в такое время нужно, чтобы какой-нибудь афрохаус такой легенький играл, там потом что-то более коммерческое, ну не прям коммерция, ну около там, коммерческий афрохаус. Вот, и ты им собрал, они такие, о, балдеж, класс. Никто не думает о том, что сейчас нужно поставить какой-то там, ну, поменять какой-то плейлист. Менеджеры занимаются своими делами, офики, все, короче, занимаются своими делами. Никто не лезет вот в музыкальную составляющую. Потому что она отстроена, типа налажена, все там работает, все играет, люди балдеют. Ну, короче, вот такая история. Ну, это плейлист или это прям микс, ты прям... Нет, это не микс, вот в чем дело. Потому что микс, он, как правило, Заканчивается. он тебя идет одной колбасой, у тебя всегда трек за треком играют. А здесь прикол в том, что у тебя постоянный шаффл. Что ты можешь не услышать этот трек, например, завтра, или ты не услышишь этот переход завтра, тот, который был. Там это преимущество, то, что постоянный шаффл. Да, это онлайн-радио. Вот. Тебе просто, ты получаешь ссылку, переходишь по ней, у тебя играет онлайн-радио, так как ты захотел. Ну, это типа вы на каком-то Spotify базируетесь или это вообще ваша какая-то отдельная Ну история? да, это какая-то наша отдельная история, но Spotify, грубо говоря, делает все то же самое, только он делает это без присутствия человека, а тем более без присутствия диджея с опытом, большим опытом. Ты сейчас темой это прям горишь, тебя прям, да, тебе интересно Ну, развивать, ты да, получаешь с этого конечно. бабки. Да, вот. С точки Это зрения получается бизнеса. этого бабки. Ну, с точки зрения бизнеса это абсолютно рабочий бизнес. Вот. Если этим заниматься, если это грамотно выстраивать, вот и я все, что делал все это время, там, создавал сайт с Лизой, вот мне девушка моя очень помогала в этом. Создали сайт и тому подобное. Да, это полноценный бизнес. Вот мы запускаем проект. Как называется сайт, название какое? Это будет... всё. Нет, типа я могу рассказать, это Decor FM. Decor FM. Да, Decor FM. Это музыкальное декорирование любого пространства. Красиво звучит. Спасибо. Типа ты заходишь на сайт, просто знакомишься, как это работает. И потом мы общаемся и понимаем, какая у тебя задача. Если у тебя, например, какой-нибудь африканский ресторан. Вот у меня сейчас будет там открываться тоже в Сиднее, это открывается типа ресторан «Сафари». Они попросили много всего интересного. Говорят, нам нужны звуки Африки, специальная перкуссия, которая базируется именно в Сауф-Африке. Ну, короче, вот. Да, этому сейчас очень много времени там уделяется, но об этом там во всем узнаете чуть-чуть попозже. Как у тебя прошли эти, сколько, 7-8 месяцев? Очень классно и очень не классно. По-разному. Но в любом случае все супер. Я здесь и пока что буду здесь. Вообще думала, что на лето уеду, но пока что здесь есть свои дела, которые надо закончить. Вот. Как-то так. Так, рассказывай про дела, которые нужно закончить. Что это такое? Ну, я пока их не закончу, я не буду ничего рассказывать. То есть я все равно верю в то, что чем больше ты говоришь, тем оно и больше не сбывается. Поэтому я лучше закончу все и потом расскажу. Так, где ты сейчас работаешь? Чем занимаешься? Вообще я резидент в One Only забил Тапасаки. На летний период мы пока что с ними не работаем. На летний период я сейчас работаю 4 дня в Наска заведение в Дубай-моле. Здесь? Да. Очень прикольное место, приходи как-нибудь. А что там за музыка? Афрохаус, то есть такое больше как Алекс Твин
органика, такое все. Там тоже есть танцоры, поэтому я работаю с танцорами. В среду там певица есть, поэтому интересно. Пока что все нравится, коллектив классный, что для меня очень важно. Вот. Но помимо вот этой стабильности еще тоже собираюсь. Я уже сколько месяцев собираюсь, типа выходить и пробовать какие-то другие места. Но это ловушка, в которую попадают все. Да, Я да, тоже в нее блин, ну в ней. типа это... Я не понимаю, что это. Ну, то есть ты вроде как бы ходишь в разные заведения, но тут ты сталкиваешься с каким-то страхом, 100%. вот, и... Отказами, а отказы Да. это неприятно. 100%. Я себя прекрасно, у меня то же самое, я поэтому тоже никуда не хожу. Это тоже страшно. Я жду, когда меня заметят сами и будут мне все Да, такого писать не каждый будет, день. Но такого не будет. да. Надо всегда стучать и выламывать эти двери. Да, ну постепенно, то есть тоже свою психику не рушить, как бы, если чувствуешь, что... Опять чувствуешь, у меня опять вот это вот чувствование. Просто делать по кайфу со временем в ногу, не слишком сильно торопиться и не слишком сильно опаздывать. Я после этого интервью попала просто в такую ситуацию, которая тоже как бы, ну, не очень хорошую, которая меня такой пиночек под зад дала, и я почему-то нашла выход во Friends, подумала, что будет прикольно, если я наконец-таки соглашусь на резидентство. Да, окей, это будут условия не очень хорошие, но я буду чувствовать себя спокойно, комфортно. Вот. И в итоге я работала где-то месяца 3 во Friends. Это прикольный экспириенс, то есть я туда шла больше за коммуникацией. Там я познакомилась с диджеем Киди, ну, более в лайв-режиме, потому что до этого только в Инстаграме наблюдала за ним. Тоже много с разными прикольными диджеями. Сама атмосфера очень классная, тоже коллектив очень хороший, но немного не мое. Вот, поэтому продолжаем поиски. У тебя был соблазн на лето вернуться в Беларусь? На лето был соблазн, да. Ну вот я просто начинаю представлять, как я с друзьями поеду там в лес с палатками, это прям вообще разрыв сердечка. Не знаю, ну, конечно, бы с одной стороны да, с одной стороны нет. То есть мне хочется здесь уже наконец-таки что-то закончить, чтобы потом уже отдохнуть нормально. То есть поблагодарить себя, там, съездить, не знаю, куда-нибудь на отпуск, еще куда-то. То есть все равно это сложно. Я по профессии артистка балета и танцор. То есть я всю жизнь танцевала. И приехав в Дубай, полностью поменяла свою жизнь профессией, другой абсолютно. И это интересно. То есть ты сталкиваешься с какими-то приколами в своей голове, аутсайд тоже приколы свои присутствуют. И главное, чему я учусь, это коммуникация с людьми. То есть, поэтому мне пока что здесь интересней. Даже и в плюс 70, хоть и плюс 100, но пока я не закончу, я не успокоюсь. А как ты на это место вышла в Дубай-моле? На какое? Ну, где ты сейчас играешь как резидент? Меня позвали, друзья. Все. К сожалению, больше ничего не могу больше рассказать. Что там у тебя за жизнь такая секретная вообще? Прощупываю, мое ли это. Ну, то есть я тоже сталкиваюсь там, типа, блядь, а вот зачем ты вообще начала, зачем ты полезла в эту музыку, зачем, типа, вообще ты начала играться в этого диджея. Но я очень долго думала, что, наверное, навязано, но я люблю это. И в любом случае сейчас, что мне помогает, это повторение и не останавливаться. То есть постоянно делать, верить в себя. Если тобой вот что-то движет, вот мне еще очень нравится за собой наблюдать, так как я еще юна, мне 24 года, ну и я позволяю себе влюбляться, я позволяю себе разбиваться, там, ну, разбивать сердечко свое, типа ошибаться в людях, потому что только через это я как бы вырастаю. Разбил ли кто-то тебе уже сердечко? Блин, очень много кто. Типа я настолько наивная, настолько влюбчивая, что очень многие. Но в то же время, типа, я очень спокойно к этому отношусь. Это меня точно вырастило, поэтому
все классно. Так, ну что, как у тебя дела? Мы с тобой виделись когда? В октябре. За полгода много чего произошло на самом деле, там хорошего, плохого. Давай рассказывай, наверное. что за это время произошло у тебя. Вот. Ну, слушай, наверное, плохое рассказывать не буду. Вот. Расскажу, наверное, только хорошее, что произошло. Чем я доволен, наверное, так даже больше расскажу. Вот. Делали мы весь сезон, считай, как раз-таки после вот того, как мы с тобой виделись, мы делали сезон МА Дубай, это наши вечеринки, делали на яхте, на большой люксовой яхте, яхта на 200 человек. Вот, и так получилось случайно, череда событий вывела меня на владельца этой яхты, точнее он сам вышел на меня и предложил сотрудничество, и мы начали делать вечеринки, и как-то так все получалось успешно, классно, люди приходили, мы начали делать каждую неделю, хотя это большой риск делать каждую неделю вечеринки, вот, но тем не менее там многие были против того, чтобы делать каждую неделю, там, я имею в виду из команды там, промо и так далее. И в итоге все-таки я решил, что мы будем делать каждую неделю, и в целом мы на протяжении нескольких месяцев делали вот эти вечеринки. Это на бизнес-бэе, очень классно, красиво, успешно. Вот в Инстаграме можно посмотреть аккаунт, там есть видеоотчеты. И У тебя сейчас принципе- появилась команда. Теперь у тебя в команде числится сколько-то людей. Слушай, нету такого определенного количества в команде. Вот, какие-то люди приходят, какие-то уходят, вот, какие-то есть там у нас какие-то конфликты возникают, может, с кем-то там с теми, кто, может быть, изначально там был со мной, вот, возникают какие-то недопонимания и так далее, но это нормально, это обычный путь, там, если ты чем-то занимаешься, то всегда приходится с этим сталкиваться, с недопониманием, там кто-то начинает расслабляться, вот, особенно когда это какие-то, да, уже перерастают в дружеские отношения какие-то, то сложно уже влиять там как руководитель на какие-то моменты, да, кто-то не воспринимает критику уже какую-то там и так далее, вот на этой почве. Команда, которая у меня есть, те ребята, с кем я работаю, это, наверное, все комьюнити вообще, которое вот вокруг этого всего. И я считаю, что это хорошая команда, она, наверное, большая, если всех посчитать, кто в этом участвует. Да, это большая команда. Вот. И каждый раз появляются какие-то новые люди, все притягиваются, все хотят работать с нами, дружить там, и так Ну, далее. это диджеи, фотографы, операторы, монтажеры, промоутеры. Вообще промоутеры, там, хостес, диджеи там, с других клубов, охранники. Ну, то есть, вот, знаешь, вот какой-то коннектится, потому что это люди из этой сферы, они видят, что, да, классно. Кто-то просто, да, со стороны клиента, ему классно, он ходит каждые выходные, и он старается как-то позвать друзей, там, ну, и сделать, типа, чтобы было классно. Ну, то есть у тебя сейчас прям как промо-группа есть своя. Да, у меня есть промо-группа, я постоянно привлекаю еще сторонних промоутеров. Вот. Сейчас как-то, после того, как мы закончили делать яхты, вот, мы начали опять возвращаться в клубы. Вот, и вот с возвращением в клубы, наверное, для меня там открылись какие-то новые возможности, новые понимания вообще, как в Дубае устроено. Вот, и поэтому постоянно как-то вот привлекаем каких-то там промоутеров, разные условия для всех. Вот, и в целом стараюсь сделать для всех. Ну, понятно, что по условиям там особо лучше, наверное, не сделаешь, что касается финансовой, да, там составляющей. Вот, но беру именно взаимоотношением, ответственностью какой-то при взаимодействии с промоутерами, потому что многие клубы обманывают промоутеров, задерживают там выплаты какие-то и так далее. Вот, я стараюсь вот этот момент контролировать, чтобы люди доверяли и сотрудничали с нами. Дай 3 совета человеку, который сейчас хочет делать вечеринки в клубах в Дубае. Не делать их, наверное, так. Ну, типа, и просто на общем фоне того, что я вижу, да, ребята начинают делать что-то, у них, ну, они думают, что это все очень легко, это не только клубы, там, яхта, вот, совет не делать, потому что, наверное, тот, кто действительно сможет, и тот, кто дойдет до конца, тот, наверное, в советах не нуждается. Вот. Только поэтому. Это, наверное, какие-то единицы людей. Вот. Это касается не только, наверное, даже организации вечеринок и диджеинга, наверное, также. Вот. Потому что мы на примере там, некоторых ребят, да, которые там, появляются в твоих выпусках, мы видим, что вот, остаются только
те, которые действительно, не скажу там на что-то способны, способны идти, наверное, до конца. Вот. Потому что вот сейчас настал такой момент, пропал хайп, наверное, какой-то Дубая. Вот. Отсюда много кто уехал, но вот те, кто остался, те, кто вот стиснул зубы, дотерпел, дождал этого момента, они сейчас вот все пошли вверх. То есть я вот наблюдая за ребятами, я вижу, что прогресс, он есть у всех, кто не сдался, у всех, кто остался. Они притягиваются там к нужным людям, нужные люди притягиваются к ним. Вот, и у них начинает получаться. У тебя сейчас по диджейке как? Есть ли какие-то запросы, там, корпоративы в биг-клубах поиграть? Слушай, по корпоративам я не особо, наверное, сейчас очень люблю эту историю. Вот, я стараюсь кому-то, наверное, больше отдать, если какой-то заказ приходит. Вот, наверное, во многом сейчас моя деятельность именно в сфере диджеинга ограничена по состоянию здоровья. Вот, у меня проблемы там с позвоночником, я стараюсь это все лечить. Вот, и поэтому мне уже как бы, чисто физически мне вот много времени находиться за пультом, а корпоратив, сам знаешь, это много времени за пультом. Вот, и это Стульчик потом... нужен? Стульчик, да, это кринж, понятно, что я видел таких, я когда начинал карьеру вообще диджеинга в Питере, видел диджеев, которые со стульчика играли там, даже на Думской, это вообще никогда, для меня это, вот я всегда ученикам говорю о том, что, не вздумайте садиться на стул на какой-либо. Так, про учеников, как твоя школа поживает? Вот, школа сейчас заморожена на лето, вот, потому что именно летом как-то вот почему-то я ударился наверное, больше фокус сделал на вечеринках. И летом, понятно, сложно. Все уезжают постоянно. То есть есть какие-то ученики, они приходят, они даже покупают курс, но им самим сложно постоянно себя организовать в том плане, чтобы прийти на обучение. Они постоянно улетают, прилетают, улетают, прилетают, и поэтому как-то очень сложно. Сейчас школа на лето заморозилась. Наверное, там доучивали тех, кто остался. И в целом, наверное, сейчас начнем сезон уже, вот я уже в целом готов его начать, вот, но это, наверное, будет направлено на другую аудиторию. Типа на аудиторию как человека, на другую аудиторию, корпоративе, я имею в виду, которого что... мы были в Secret Room? Нет, не в этом плане. Если у меня раньше было направлено на русскую аудиторию, вот, то сейчас это будет уже на иностранцев, наверное. Вот. Я постараюсь на этом сфокусироваться, но тем не менее я не хочу забросить историю с обучением русских ребят. И вот ты правильно подметил, да, вот мы были там на корпоративе в Secret Room, это был мой ученик, он его устраивал, этот корпоратив, это риэлторская вечеринка с привозом артистов из Беларуси, очень классно. И, наверное, ради таких учеников хочется, наверное, оставлять это все. Вот приходят взрослые люди, которые реально добились в Дубае чего-то, и для них диджейнг — это в первую очередь хобби, вот. И у них уже подход к делу совсем другой. Потому что я же всегда пропагандирую продвижение себя как диджея через организацию вечеринок. Понятно, что я там, дал совет не делать вечеринки, понятно, что это просто как бы такая, фигура речи, понятно, я всегда за то, чтобы вечеринки делали. Совет, наверное, дополнению к тому, я бы, наверное, дал такое, что если хотите делать вечеринку в Дубае, наверное, делайте это со мной, и все. Потому что все люди, все владельцы каких-либо площадок, менеджера, там, владельцы яхт и так далее, они в итоге все равно возвращаются ко мне, потому что они видят результат. Слушай, у тебя, то есть, в основном коммуникация через сарафанное радио, происходит, не через там Инстаграм, ты себя никак там не рекламируешь, типа... Сейчас уже, да, наверное. Сарафанка, да, в основном? Да, рекламироваться через... реклама в Инстаграме — это только если мы говорим про диджей-школы и про вечеринки конкретно, про рекламу этих брендов. А про рекламу личного бренда, как я, наверное, не позиционирую себя там, в Инстаграме, там многие, наверное, кто на меня подписан, даже, наверное, и не понимают, что это все эти вечеринки, где я играю, все афиши, которые я выкладываю, что я являюсь организатором этих всех мероприятий. Я уверен, что есть какой-то процент, он, наверное, не маленький, кто даже не догадывается. И я не позиционирую себя. В принципе, наверное, я просто делаю свое дело, и все. Я не позиционирую себя я не говорю всем, я там крутой диджей, я не позиционирую себя крутым организатором. Я просто делаю свое дело, люди видят, и люди притягиваются. Расскажи про Карак.
Как я понимаю, ты там сейчас активно играешь, работаешь. Такая Карак. популярная здесь промо-группа. Так, окей, тезисно, Карак — это промо-группа местных ребят, локалов, которые делают вечеринки, зовут местных артистов выступить, зовут местные бренды, всего чего угодно. Очки, шмотки, сумки, винтажки, вообще все что угодно. Картины, художников местных зовут. В общем, они пытаются создавать комьюнити местное, всяких артистов, танцоров, художников, вот такое комьюнити они пытаются создавать. Вот, как я сказал, что я прошлым летом у них поиграл, они меня позвали, мы с ними познакомились тоже через ребят, я там был на прослушке в одном месте, там меня услышал парень, другой диджей, познакомил меня с этим организатором, вот это вот все. Вот, они меня позвали, я у них отыграл, им все понравилось, и вот они меня потом еще раз звали, и я у них еще раз играл, или они меня звали, я не мог играть, неважно. Вот, и в конечном итоге последние там несколько вечеринок они меня позвали, было просто какое-то невероятное... Очень крутые вечеринки, короче, получались. И у них был концепт, что они всегда зовут разных диджеев, ну, в основном, то есть они там делают раз в месяц вечеринки, и они зовут там разных диджеев, и там, может, раз в полгода кого-то они продублируют. Или раз в год они кого-то продублируют, но постоянно искали, как с артистами, в общем, они ищут новых артистов локальных, новых диджеев локальных, и вот стараются делать такую вот комьюнити. Вот, но последние вечеринки было что-то очень прикольно, и они мне предложили стать резидентом, чтобы я играл на всех вечеринках, чтобы я играл все автопати, потому что концепт самой вечеринки, типа, она с вечера начинается, они зовут локальные бренды, которые типа как мини-маркет происходит, зовут каких-то инфлюенсеров, у них паблик-толк происходит, потом выступают локальные артисты, и потом автопати после вот этого всего, всей движухи, типа, играют разные диджеи. Вот они мне предложили, чтобы я играл каждый автопати, и был что-то типа музыкального директора, чтобы я мог приглашать каких-то других тоже диджеев, чтобы я типа отвечал за музыкальное наполнение именно вот с диджеями вот по этой части. Они тебе за это платят или на таком формате типа бро? Нет, ну Вот у нас Карак чай тут есть. нет, это за деньги. Очень хорошо. Так, ну блин, классно. И ты сейчас ставишь туда ребяток, да? Сколько играют обычно диджиков за ночь? По факту столько, сколько захотим. Кого-то местных ребят вот я буду подтягивать, типа. Последний раз мы с Давидом играли, с Крэком. Там вообще что-то вообще невероятное было. Сейчас здесь появляются видеозаписи. Вот, с Давидом, это спецэффекты, если там, короче, с Давидом поиграли. Вот в эту субботу будет еще один Карак, там, я не знаю, когда выйдет. Короче, на следующей вечеринке Катя Кова будет играть. Вот, пока что я зову тех, с кем я общаюсь побольше, но в конечном итоге я буду стараться подтягивать тоже и локальных каких-то ребят, не русских, например, которых. Ну, сначала, конечно, ты работаешь с теми, с кем ты близко общаешься. Формат хопчик, да? Ну, наверное, основной жанр, да, такой хип-хоп, R&B, но по факту мы там играли вообще хип-хоп, R&B, афробит, джерси, амапиано, эдиты, вообще тустеп. Облак. Облак был просто там, да, в общем, ну, основной жанр был, да, хип-хоп, R&B, такой. Там собираются в основном молодые ребята, которые престилеванные, прихипстеры, вот такие ребята, которые около там движухи какой-то, артисты, диджеи, продюсеры, художники, как я уже говорил, все инфлюенсеры, вот они пытаются создавать такое комьюнити. Я не знаю, можно это назвать типа бейсмента в России, только на супер-супер минималках. Просто в Дубае вот такого формата промо-групп, вечеринок, их, наверное, нет, а если есть, то их там раз, два, три, четыре, и мы закончили. Вот, потому что если мы сравниваем там с Москвой, в Москве ты сразу насчитаешь десяток вечеринок разного там масштаба. Когда я с ними только познакомился, мне это очень было близко, потому что в России, ну это тоже можно обсуждать, в России я там был причастен в какой-то момент к лагерю, мы делали лагерь, к сотку, и вот это все, типа, очень было... Мне было это все очень нравилось, было интересно, и мы этим всем занимались. И тут как будто бы я думал, что такого нету, и вот я случайно с этими ребятами познакомился, и для меня было открытие, что тут такое есть. И вот эти ребята пытаются развиваться вот в таком направлении.
Вот. Ну ты там прям реализуешь весь, да, свой творческий потенциал. Тебе очень нравится и музыка, и тусовка. Прям супер доволен. Да. И нашел для себя как бы такое идеальное место, да, считай. Ну, наверное, можно так сказать, да. Наверное, можно так сказать, что ребята позвали меня играть вообще, когда мы были знакомы там, я не знаю, нормально. Мы близко не общались с организаторами ребята. Они просто там, я не знаю, опираясь на то, как мы с ними, на общение между нами, там, на какую-то в Инстаграме что-то они увидели, вот только на этом так как бы дали возможность такую, и было прикольно, очень я благодарен, можно сказать, ребятам, что вот они как бы дали такой шанс. У тебя есть амбиции стать там прям каким-нибудь еще большим, не знаю, музыкальным директором, какие-то фестивали организовывать, звать иностранных артистов? Там. Быть организатором фестивалей, буквально там недавно, в общем, я думал на эту тему и потом общался с Женей, с женщиной своей на эту тему, что нужно чего-то хотеть, но как будто бы не нужно на этом зацикливаться или только этого хотеть. Как бы, если, например, я хочу делать фестиваль, у меня, допустим, есть такая идея в голове, что я в какой-то момент хочу делать фестиваль, то мне нельзя, не нужно зацикливаться на этом. То есть у меня может быть это как цель, что я когда-то или там что-то буду идти вот к этому, но помимо этого я должен другое что-то хотеть, другое что-то делать, и, в общем, в разные направления что-то делать, чтобы, если вдруг у меня не получится начать делать фестивали, чтобы это была не единственная моя цель и не единственный мой вектор, куда бы я хотел попасть или что бы я хотел делать. Как относишься к такому мнению, что нужно фокусироваться на одной точке и в нее бить? Что если это вот эта цель, которая у тебя была, это не твое, например? Это вот не то, что как бы ты должен делать тогда, не то, что тебе нужно там, в данный момент времени, например. Как бы то же самое, ну, я не знаю, я уверен, что мы про это разговаривали в прошлый раз, что вот про добивание маленьких целей, что у тебя что-то есть, какая-то цель, и ты вот до этой цели у тебя должны быть маленькие цели, и ты как бы, у тебя есть ориентиры, но ты как бы фокусируешься на каких-то ступеньках, в общем, как ты по лестнице поднимаешься по какой-то. Ты же не можешь сразу думать про финальную точку, про твою. Я не знаю, вот этот путь, когда ты маленькие цели себе ставишь и куда ты идешь, он может же вообще привести тебя вообще в другую, как бы не к той цели, которая у тебя была. Ну ты тут фокусируешься на последнем этаже. А если так, допустим, ты так, нет, ну может быть мне вообще не этот дом нужен, а я вообще хочу на другую крышу попасть. Или вообще не на крышу, а под воду. Тогда это, мне кажется, расфокусировка и типа ты точно ни к чему Нет, не я имею в виду придешь. расфокусировка не про то, что ты занимаешься диджеингом, вкладываешься в крипту, занимаешься параллельно IT и еще учишься рисовать, потому что хочешь стать невероятным Бэнкси там, или еще что-то. Я не имею в виду, что ты в разных сферах развиваешься, вот в кардинально в разных сферах, там, вот что я озвучил. Я имел в виду что-то, ну, условно, если ты музыкант, ты диджей, ты артист и все такое, и у тебя цель играть в Сохо Гардене, да, там, неважно, где угодно, в Secret Room, где угодно, у тебя цель туда попасть, то тебе не нужно только вот сюда идти. Но также, типа, и развиваю личный бренд, и что-то играю, и что-то коллаборирую. Вот у меня контракт с Ай-Яй-Яй, я играю в Секрете по субботам на привозах. Ай-яй, что такое? Ай-Яй-Яй — это бренд наушников. И как ты с ними коллаборируешь? Здесь открылась школа DJ Lab. Не школа, а студия DJ Lab. Это ребята, которые меня что-то услышали на каком-то батле, такие: йоу, нам нужен ты точно в команду. И я как бы в команде, и они говорят: ну вот ты не можешь нам особо времени уделять здесь, потому что нам нечего тебе прям предложить грандиозное в качестве оплаты. Говорит: ну, давай мы сделаем так, что ты будешь бренд-амбассадором одного из продуктов, который мы продаем. У них вот есть два продукта, это Arturio и Ай-Яй-Яй. Arturio — это MIDI-клавиатуры. Вот, они говорят: хочешь, возьми Arturio? Я говорю: ну, типа, я не пишу сейчас так. Ну, в смысле, я вообще не особо там пишу музыку. И сейчас у меня нет такой возможности. И поэтому, говорю, наверное, наушники будут мне кстати. Вот. И я как бы могу их нативно рекламировать там, в том плане, что я просто в них играю и типа вот и за это получаю бренд-амбассадорство. Да, но я в перспективе, конечно же, возьму Arturio, потому что
планы по написанию, они как были, так и есть и будут. Так, смотри, ты, когда мы в тот раз с тобой ехали в тачке в Абу-Даби, ты говорил, что я не остаюсь жить здесь, в Абу-Даби. Ну, как я понял, тебе предлагают там жилье, ты ездишь домой каждый день, чтобы знакомиться и быть в тусе дубайской и не уходить из нее. Как в этом плане у тебя сейчас, какие движения, может, какие-то новые промо-группы, где ты играешь? Ну, промо-групп, где я играю, к сожалению, не появилась. Вот как только были пацаны в House Guys, я с ними поработал, и пока на этом все. Но я также приезжаю, также хожу, тусуюсь, знакомлюсь, общаюсь. И там эта опция с квартирой, она типа по дефолту. Мне не спрашивали, надо, не надо. Она просто есть. Типа пользуешься, не пользуешься, им типа плевать. У меня просто есть там квартира, и я там оставался, ну, счетное количество раз. Я помню точно, что она меня очень спасла, когда здесь были супер ливни. О, да. Я остался там, и там, ну, в Абу-Даби прошло все как-то намного спокойнее. Я там, типа, 4 дня потусовался, думаю, такой, ну, норм. Пока здесь все что-то такие, о боже, боже, дождь. Так, ты сейчас не поехал в Россию на отдых, да? Типа, по контракту просто не можешь сейчас себе этого позволить, да? Просто Не-не-не, я могу уехать по контракту, типа, в любой момент. Но, многие просто сейчас поехали, так, типа, жарко туда все дела. ну да, жарко, но я просто знаю, что будет еще жарче, и я уеду именно тогда. Вот. Но это первый момент. Второй момент, ехать в Россию очень хочется, конечно, да, там съездить к друзьям, к семье, но сейчас особого типа настроения нет на это. У меня сейчас есть настроение работать, развивать вот проект. Это очень интересно для меня. Это что-то новое, там, типа ты такой сидишь, что такое, о, клево, скоро будет много денег. Вот. И, конечно же, типа заниматься там, типа диджеингом, музыкой, всякое такое. Как у тебя сейчас обучение? Ты сейчас обучаешь кого-то? У меня есть пару ребят, но они вот как раз уехали, на лето уехали. И говорят, типа, можно там в октябре продолжить. Без проблем, конечно, можно. Но я не делаю это так, что типа я преподаватель, я не промоучу эту историю. Кто-то, если хочет прям конкретно ко мне, там, хочет прийти, и я понимаю, что у меня есть на это время, то я такой, типа, ну окей, погнали. Просто это сложно состыковать. Причина, типа, первая, если я делаю это в России, то я делаю это у себя дома. У меня был полностью аппарат, мне позволяла это сделать квартира и всякие такие аспекты. Здесь у меня не позволяет это сделать квартира в первую очередь. У меня хоть и есть там аппарат, но это не тот аппарат, на котором я хочу обучать. Ну и вот, дискомфорт. Если у человека есть дома оборудование, он типа такой, приезжай ко мне, у меня есть все, просто типа мне нужно, чтобы ты давал мне там какие-то уроки. Вот так вообще погнали. Тебе нравится Абу-Даби вообще? В целом, как город? Ну, не совсем. Там что-то гораздо лучше, чем здесь. Мы даже, чтобы ты понял, большими компаниями там ездим на пляж туда. Ну, пляж там вообще хороший. Там море какое-то другое. В плане типа диджейского комьюнити вообще его не понимаю. Типа, что там происходит. Вот мы тут недавно разговаривали с чуваком из DJ Corner, он говорит, я хочу сделать какой-то linked up именно в Абу-Даби, устроить компетишн там. Но мне говорят, что приедут все чуваки из Дубая, потому что там никто, ничего, никак. Они, типа, диджики просто контрактные, сидят, типа, своими делами что-то занимаются и особо не высовываются. Как можно чаще просто приходи к ним на тусовки, знакомься со всеми подряд и все. У тебя есть тут какое-то место, где ты такая, типа, ну вот, надо туда, хочу там играть? Раньше это был Secret, по-моему, Да, я... Как я вот понимаю, ты старалась, но, как я понимаю, наверное, не попала там на какое-то постоянное Ну смотри, резидентство. я загорелась, я написала Киди, говорю, Киди, слушай, мне очень понравилась ваша тусовка, это, кстати, было на мой день рождения, мы тогда вот после моего дня рождения Так я поехали помню, в что там Секрет. вообще Это было бухой открытие был вот в этой слюне. дискотеки. И мне реально классно было, ну, то есть, да, я была очко пьяная, но типа просто атмосфера классная, и я такая думаю, бля, как бы я хотела вот просто стоять играть здесь, я бы так бы круто подготовилась, и я написала об этом Киди, он сказал, да, класс, может быть, мы тебя поставим. В итоге там на 8 марта они делали для девочек тусовку, я помню. и поставили всех девочек, но меня не поставили, я такая, ну окей, хорошо, ну типа... it's Расстроилась? okay. Конечно, хотелось бы, но я бы не сказала, что я из-за этого расстраиваюсь. То есть меня это не расстроило. Я, знаешь, как будто бы понимаю ход игры, которая идет.
Какой он? Что я не понимаю, почему поставили всех, хотя не поставили. Ну, слушай, Что они сделали такого, Кизи, что не ну, сделала может, ты? может быть, просто... Ну, короче, я не хочу это обсасывать, типа, просто так получилось. А кто-то хочет обсасывать, поэтому получилось. Мы тут ради чего собрались? Ладно, да. Ну, вот сейчас есть что-то у тебя, какое-то место? Точно не Secret Room. Ну, это понятно. Но прикольно было бы туда, конечно, прийти, но я туда приду, когда я буду там популярная уже, ну, когда я уже буду, у меня будет имя, я бы классно бы туда вписалась за очень большую сумму денег. Чтобы показать, да, всем, сука, не ценили. Мне нравятся места, в которых я сейчас работаю, то есть я очень много думала, так вот, мне надо представлять места, где я себя вижу, где я хочу играть. Если честно, я уже устала играть в Start After House, и меня уже просто, ну, вот везде играет одно и то же, и даже вот менеджер тебя просит играть вот одно и то же, и ты такой... И, типа, у меня больше, наверное, делать что-то свое. Музыку? И музыку, и вообще, в принципе... Вечеринки? Все, да. По Дубаю, как у тебя за это время, за эти 7, 8, 9 месяцев, не изменилось ли отношение к Дубаю в лучшую или худшую Отношение сторону? к Дубаю. Нет, отношение явно изменилось, даже, ну, только из-за того, что я уже сказал, да, хайп пропал, хайп Дубая, и сейчас вот Дубай — это совсем другая история какая-то, и я от этого кайфую, вот, мне это нравится, потому что... Остались да, профи? наверное, да, и то есть его что-то получается уже интересно, стильно, я вижу, русские ребята делают там стиль, там, ну, и это не только в любых направлениях, там, в андеграунде там тоже, да, русские ребята делают какой-то там классный, там, драм-н-бейс, какие-то вечериночки даже есть, там, ну, это классно, очень классно, мне это нравится, вот, и иностранцы, они тянутся к русским ребятам, им нравится этот вайб, эта энергия, ну, 100%. Я думал, что я на лето уеду, то есть лето это потому что Дубай это Питер. вообще, да, я думал, что я еду в Питер, куда-нибудь еще, но точно не останусь в Дубае, но вот именно этот сезон, он именно, я имею в виду, точнее, этот не сезон, да, вот лето это, оно показало, что Дубай, он все равно перерождается во что-то, наверное, более интересное, чем хайп вот этот, потому что для многих там, ну вот смотришь там интервью, даже там какие-то нарезки видел, там Артемий Лебедев, да, там про Дубай рассказывает о том, что там все искусственное, там, типа, что какой кайф там жить, понятно, люди приехали сюда, наверное, как туристы, типа, и для них понятно, может быть, кайфа какого-то нету, они занимаются совсем какими-то другими делами, но если вот сюда вшиваешься, то я думаю, что кайф определенно есть. Потому что ребята все, которые уехали на лето, да, с которыми я общаюсь, все говорят кайф, кислород, Россия, там погодка, все хорошо, все кайф, но все говорят, я скучаю по Дубаю. И даже казалось бы мне, да, там, я иногда думаю, блин, мне не хватает питерских тусовок, как будто-таки, да. Но люди, которые улетают туда, они ходят на питерские тусовки, и они типа, что? А что с питерскими тусовками? Типа, ну, либо действительно что-то стало с питерскими тусовками, либо у людей просто поменялся взгляд, может быть, какой-то на это, не знаю, вот. Но я точно буду в Дубае, 100%. Вот, наверное, когда-то я хочу отсюда уехать и жить в другом месте. Вот, я очень хочу побывать на Бали, я там не был, да, это тоже типа там своего рода хайповое место, но я очень хочу там побывать. Вот, еще обязательно побываю в Аргентине, вот, у меня там тоже друзья, вот, и там тоже сейчас как бы такой наплыв. Там сейчас зима. Да, ну, да, и, ну, все равно там есть наплыв вот этот, Да. этих русских ребят, и тоже интересно, но здесь точно про бизнес, вот, и тем более те перспективы, которые мне сейчас открываются, я прям с этого кайфую. Для меня очень важно, наверное, в построении вообще там любых моих дел, чтобы они функционировали без меня, и чтобы я мог это контролировать удаленно. Вот и все. Также у меня есть дела в Питере, которые я контролирую удаленно, и да, у меня есть там несколько сотрудников, которые там 2 года меня не видели, да, и это как бы вот это для меня вот это кайф. И то есть в Дубае я стремлюсь тоже к этому, чтобы не было
не было необходимости моего участия. Но вот сейчас, на данный момент, я не могу, я хочу съездить в Россию хотя бы на неделю, но я не могу вырваться, потому что мне каждый день кто-то пишет с какими-то новыми возможностями. Я такой, да, я должен зацепиться за это, я должен за это зацепиться, я должен попробовать. Я начинаю пробовать, кайф, получается, классно, погнали, вот. Также сейчас вот из последних событий мы начали делать автор-пати. Я очень давно думал о том, что, блин, ну вот же тусовка, и все постоянно после тусовки, где автор-пати, где автор-пати. Вот, в Дубае тусовки заканчиваются в 3, вот, сейчас там до 4 мы их иногда продолжаем в клубе, да, дальше нельзя. И все говорят автор-пати, автор-пати. Вот мы сделали на этих выходных автор-пати. Блин, я кайфанул, потому что это, во-первых, формат, это вот мой проект «Эйфория». Это формат как раз-таки техно, там, хаус. Мы сделали автор-пати на яхте, опять же, на той, на которой мы делали вот эти тусовки в сезон. Блин, очень кайфово получилось. Я прям такой, о, кайф, все, да. И также, да, владелец яхты мне говорит, давай, погнали. Каждый день я хочу, чтобы ты делал каждый день. Я такой, нет, каждый день я пока не могу делать, но есть на это спрос. Вот, и потому что также, да, владелец яхты, он сотрудничал там с арабами, там, с афроамериканцами, и вот до какой-то у него дошло до такого момента, что он такой, все, нет, я хочу с тобой. Вот, он мне позвонил, говорит, блин, я хочу с тобой, давай мириться, там, давай все, сотрудничать и так далее. Куда ты здесь тратишь деньги? Куда я трачу Ты вот здесь? сейчас, значит, все хотят, все тебя просят, чтобы ты поработал, получил деньги, куда ты их тратишь? Слушай, наверное, это все-таки, да, я не буду там говорить то, что, В о, я общем. зарабатываю там миллионы там и так далее. Наверное, это не такие большие суммы, как всем кажется, вот, именно вот на этой стадии, да, потому что сейчас не сезон, там, это совсем не тот выхлоп, который зимой. Квартира, еда, Машина. машина, да, то есть такие там кот, типа, да, там, еда коту, там, какой-то наполнитель кошачий для кота. Ну, типа, мне вот почему-то по кайфу стало вот такие моменты, типа. Моя проблема, наверное, в том, что я постоянно зациклен на своих проектах, и я всегда все деньги я пускаю в свои проекты, вот. То есть они постоянно вот в этом обороте, я постоянно зациклен, мне вообще ничего не надо, типа, как будто. Прикольно. И это прикольно, но это на самом деле приходит понимание, что это неправильно, от этого тоже перегораешь. Типа вот работаешь и не вознаграждаешь себя ничем абсолютно. Ну да, как будто бы путешествие — это вот как раз-таки то, как ты себя можешь вознаграждать, при этом отдыхать, при этом восстанавливаться, Да, обновляться. это прям, наверное, необходимое такое. И вот со Да. временем понимаешь, потому что вот оно все копится, зажимается внутри. И вот. Но я очень рад, что сейчас вот есть такие. Для меня сейчас появились такие радости, как, наверное, домашний уют, короче, вот. Типа. Смотри, о чем ты думаешь и что ты делаешь, когда ты едешь 6 дней в неделю в тачке, значит, из Дубая в Абу-Даби? Я помню, что я рассказывал, что там куча подкастов, там все дела, туда-сюда. Сейчас как у тебя обстановка? Ну, короче, подкасты, да, ну не подкасты, а что там, интервью я смотрел, всякое такое. От этого я ушел, и что-то я тут месяц вообще просто кино смотрел. У меня была машина типа К5, она, ну, там, супер автопилот, ты едешь, и я включал кинчики какие-то, смотрел, вот. Но сейчас я больше просто езжу что-то в тишине. Мне вот конкретно вот эти там несколько недель я просто езжу в тишине и такой думаю, бля. О чем думаешь? Да не знаю, обо всем что-то считаю, туда-сюда, думаю, так, вот это мне надо сейчас вот столько успеть сделать для того, чтобы вот там, вот там. Ну, короче, какие-то расчеты, знаешь, не знаю, обычные. Это такой больше формат, условно говоря, тревожный, или ты такой спокойненько, на расслабоне едешь? Не-не-не, тревожный крайне редко, но бывает тревожный, бывает, когда ты что-то не успеваешь, вот там, знаешь, когда у тебя в день, например, 2 сета, ты думаешь такой, да, бля, как бы так договориться, чтобы пораньше уехать, чтобы там бам-бам-бам, туда успеть, чтобы там договориться, чтобы опоздать. И, типа, а здесь с этим не так, как у нас в Москве. Там, ты попросил кого-то, йоу-йоу, подстрахуй, там 10 минут. Здесь не так. Вот. Поэтому только в эти моменты тревожность. А так, в целом, вообще, все балдеж. Ты едешь и представляешь, что дальше будет только лучше. Сейчас уже все очень круто. То есть я балдею. Дальше в плане твоей жизни. Да. И развитие здесь, и вообще. И еще момент такой, вот мы вернемся к этому, типа Decor FM. Это мировая история. Я не собираюсь базироваться здесь.
Я уже делал это с чуваком в России. Просто в России нет таких денег, которые мы там хотели брать за эту работу. А мы два профессиональных диджея, которые знают, что и как устроено. Поэтому мы должны просить много денег. Поступают какие-то гиги из Дубая? Типа там поработать или контракты? Да и контрактов, кстати, много поступает. Гиги бывают, да. Но контрактов много. Но мне точно не интересно. А как они типа просто в директ пишут, типа, привет, увидели? Да, они причем еще пишут, знаешь, так, я от Юлиана, я от того. И, знаешь, имена такие называют. Я думаю, бля, где-то слышал, но я вообще не понимаю, кто это. Думаю, это реально существующий человек или просто, типа, я не знаю, так, знаешь, такой заход. Я вот от того-то, и ты же, никогда не пойдешь проверять того-то. И причем у меня был момент, что они знали, что у меня контракт там, типа, Бродвей, и такие, мы тебе больше дадим, типа, у нас вот это вот лучше, мы, типа, знаем, что у тебя там вот так и так и так, давай, типа, к нам. Я говорю, это вообще не прикольно, когда вы так делаете. Я говорю, у меня там вообще все чилзон. В смысле, не чилзон, но мне очень комфортно. Я в зоне комфорта там. Все из него выходят, а я в него вошел. Поэтому я горжусь этим. Какие-то поступают, может, приглашения на корпораты российские, на лодки? Такая всякая тема. Да, но Соглашаешься? крайне редко. Только за кэш хорошо. Да, там типа не договариваемся чаще всего по бюджету, поэтому так. А когда договариваемся, конечно, вообще с таким удовольствием соглашаюсь. Потому что это прикольно, мне нравится. Такие гиги, типа, не говорю какие-то там ивенты, прям свадьбы, полноценно, чтобы вести, а что-то где-то поиграть у кого-то на свадьбе вообще с удовольствием. Не прям все, ты понимаешь, да, разницу между, типа, вот этим. Конечно. Вот. Яхты тоже прикольно. Но на них, как правило, вообще крайне редко платят нормальные деньги. У тебя возникают мысли сейчас, типа, а может, типа, там, уйти, что-то в какое-нибудь пойти свободное плавание, фриланс? Да, рискованно. Миша, мы с ним общались неделю назад, и он говорит, что вот я сейчас на фрилансе, и я, типа, доволен этим. Да, это, конечно, балдеж. Точно фриланс, точно, да. И я точно буду там через некоторое время. У меня есть план определенный. Типа, я точно, это будет супер тупо, если ты уходишь летом, когда здесь low season, а тебе дают работу, и ты такой, типа, я пожалуй, уйду. А они, типа, говорят, пожалуйста, не уходи. И я, типа, даже не говорю, что я хочу уходить. Они говорят, просто, пожалуйста, говорит, не уходи. Потому что сейчас нам всем комфортно. Нам там всех все устраивает. И я выполняю свою работу качественно. И они все делают со своей стороны тоже грамотно. Поэтому точно свободное плавание, и я точно в него уйду, но мне на это нужно время. И все. А как я не знаю, сколько времени. Я думаю, что лето точно, а там может плюс 2 месяца, может 3 месяца. А как ты это свободное плавание представляешь? То есть это у тебя должно быть какое-то имя, типа как у Кирилла, чтобы тебя постоянно куда-то звали как спецгостя? Или это какие-то частные ивенты? Имя как у Кирилла, это работает так, что ты должен здесь потратить много времени. Пожить. На это все, да. Вот. Второй момент. Свободное плавание работает так же, как и в России. Ты работаешь над своим именем, потом имя работает на тебя. Ты познакомился, пообщался с теми, они поняли, что ты клевый чувак, который понимает и тусовку, и который понимает, что как играть. Тебя зовут после этого. Видишь, просто в России, как я помню, ты рассказывал, что у тебя в какой-то момент пошли гастроли, и ты по сути, у тебя основная работа и доход был от гастролей. Здесь, как я понимаю, особо такой истории нет, гастролей. Радует, что здесь это как гастроли стоят. Правильно я понял, что ты хочешь, грубо говоря, играть там 8 сетов в месяц, и чтобы это там один раз тебя позвали в одно место, в субботу у тебя второе место приглашения, и так ты постоянно, у тебя афиши Давид Крэг, пятница здесь, Давид Крэг, суббота здесь. Не обязательно так. Не обязательно. Это может быть, это тоже прикольно, но я это вижу так, что, например, у меня фриланс, и у меня есть, например, субботы, которые я делаю в секрет-руме. Вот я каждую субботу в секрет-руме. Например, в пятницы я играю там в Ваноке, там четверги в Блю. Понятно, что я разогнался. В общем, да, вот ты в неделю в разных заведениях работаешь, просто ты резидент, но ты резидент одного дня.
Это вот так работает. И Это здесь, и здесь это очень распространенная история. И ты это тоже как называешь, как по сути фриланс. Что если Ну ты даже да. резидент, то это для тебя Ну всё. да, да. Я понял. Какая-нибудь цель у тебя есть теперь вот на следующий год? Что бы ты хотел, допустим, вот встретимся мы в этой беседке через годик, в июне 25-го. О, И я такой: Миш, как годик прошел, что сделал, что не сделал? ну, можно сказать, что мы типа год назад встречались, да? И в октябре, Ну, типа сейчас да. июнь. Месяцев 10 Сейчас назад. июнь, июль, август, сентябрь, это можно сказать, мы стагнируемся, что у нас, ну, скорее всего, никаких тут движух уже не будет, потому что в июне уже много все заканчиваются, все вечеринки или места, они как бы на сезон закрываются. Ну, вот это почти год, который прошел, я невероятно рад. Все нравится. Понятно, что там, я не знаю, как объяснить, что это я так расскажу, что мне все очень нравится, что вообще все только вверх. Ну, понятно, что у тебя бывают моменты, когда ты пригрустил, когда у тебя что-то не получилось, когда ты там что-то там не сделал, не доделал, или тебе что-то пообещали, там не получилось. Ну, вот это вся история, что там вверх-вниз у тебя идет. Но если мы возьмем просто, как в XY мы прочертим за год, то понятно, что по ощущениям, по всему, вот, что меня окружает, только улучшилось, так сказать, что мне нравится, как бы у меня нет ощущения, что я на том же уровне, как был год назад, или что я, наоборот, ниже уровнем, чем я был год назад. У меня ощущение, наоборот, что, ну, все хорошо развивается своим чередом, так сказать. Понятно, что это могло быть быстрее, или что там, будь я каким-то другим, или будь у меня что-то другое, что это могло как-то по-другому уйти, но каждого получается свой путь какой-то, который сам выбирает, вот. И меня все устраивает абсолютно. И я думаю, по идее, через год мы встречаемся, и я, по идее, должен повториться в своих словах, что если брать этот отрезок за год, бла-бла-бла-бла-бла. Может, типа, есть там, не знаю, поиграть на такой-то тусовке, съездить на гастроль туда-то, не знаю, выпустить трек. Ну, короче, какие-то такие, типа, пункты, знаешь, базовые. Есть ли какие-то-нибудь такие? Это, опять же, вот что я говорил, что, например, ты спрашиваешь, хотел бы я где-то поиграть, я бы хотел везде, например. Я должен на этот вопрос ответить, чтобы свои слова подтвердить, я должен ответить, что я хотел бы везде поиграть. Не в конкретно на одной вечеринке или конкретно в одном месте. Я бы хотел просто играть. Чтобы, не знаю, можно так назвать, окей. Год назад я, когда только там, чуть больше года назад я приехал, у меня была цель просто найти работу, стабильно что-то работать, бла-бла-бла, там контракт, неважно. Потом начались какие-то движения фрилансерские, я ушел с контракта. Получается, уже другая цель. Нужно наладить так свою жизнь, чтобы ты не парился по поводу, что ты не думал, что у тебя не будет работы. Все, получается, что цель на следующий год у меня должна быть такая, если я постепенно куда-то двигаюсь, чтобы сделать так, чтобы меня еще больше людей знало, еще больше людей хотело меня пригласить, чтобы, как условно в Москве там было, что ты знаешь, что ты будешь работать, чтобы типа у тебя нету в голове мысли, что ты не будешь, что у тебя не будет сетов. Все, вот значит цель такая. Эта цель, она может на месяц, может быть на год, а может быть через 2 года я даже этого не добьюсь. Просто все, что я могу делать, это стараться в этом направлении развиваться, делать какие-то шаги и использовать все возможности по максимуму, которые мне предоставляют. Что я могу для этого делать? Просто, если у меня есть возможность где-то отыграть, я должен сделать настолько хорошо, насколько я могу сделать. А там уже посмотрим. Дай совет тем, кто тревожится и хочет большего, он все там недоволен тем, что есть, хотя вроде что-то есть уже лучше, чем было раньше, но он как бы на это не обращает внимания, ему все равно мало. Он такой: хочу большего, не понимаю, что делать, каждый день волнуется, тревожится. Это ты про себя спрашиваешь? Может, и про себя. На самом деле, нету совета. Вот про это мы точно уже разговаривали, что все еще нету формулы. Все еще, она как бы... За год ее не год сделали. я ее не нашел, вот эту формулу, что ты должен сделать вот эти шаги, и не будешь переживать, не будешь о чем-то думать, не будешь преуменьшать свои заслуги, или ты будешь что-то делать и точно получишь то, что ты хочешь. Все еще, к сожалению, нету этой формулы. Если бы она была... Но я бы, наверное, не рассказал, если бы она была. Я бы ее единственную использовал.
и единственный бы все делал. Но нет, в общем, нету формулы. Ну, окей, совет. Почему я должен раздавать советы? Почему? Почему нет? Ну, у меня нету... Если просят. О, просят. Ну, наверное, я не знаю. Ты говоришь про человека, у которого, типа, все лучше, чем было год назад, и он пытается там что-то развиваться и все такое, и он понимает, что за этот год у него есть прогресс. Ну, надо просто продолжать делать, что делает этот человек, получается. Если он чувствует этот прогресс, сам человек это чувствует, значит, так, скорее всего, и есть. Если бы, типа, уже спустя год, Ну да, вот спустя вот год проходит, сейчас вот какое-то июля 2025. Мы встречаемся, говорю, Ксюша, скажи, как год прошел? ну, отлично. Что делала? Прекрасно занималась собой и своим развитием. Ну, типа, конкретные какие-то, да, вот давай, Ты конкретные хочешь 4. выжить из меня прям вот это вот, знаешь, то, что не надо рассказывать, ну, типа, я лучше буду вот это вот копить в себе, выращивать, и вот в следующем году встретимся и расскажу, что получилось, что не получилось, что вообще хотела, чего не хотела. Ну, у тебя есть какое-то сейчас уже такое в плане понимания, что я диджей, я хочу в этом развиваться, или у тебя пока еще такой формат, когда ты хочу что-то новое 100%. попробовать? 100%. И я даже понимаю, что раньше у меня было вот... Мне очень нравилось, типа, вот стоять и играть классную музыку, которая мне нравится. Но сам процесс сидеть и вот отбирать эту музыку, типа, скачивать, находить, что-то там еще... Меня это так выматывало, я прям такая, ну нет, я не хочу, а типа, ну тебе стабильно надо чуть ли не каждый день сидеть и отбирать музыку, потому что ты оплатил сайт. Как сейчас проводишь выходные дни свои? Блин, вообще как-то супер лениво, мне кажется, я разленилась. Дубай вообще очень крутое место, потому что ты встречаешь людей с разной вообще точки мира, и ты постоянно видишь какие-то новые лица, постоянная новая коммуникация, новое знакомство. Ты пришел на одну тусовку, познакомился с одним человеком, потом этот человек тебя познакомил с вот этим человеком, а ты даже не знал, что сможешь с ним познакомиться. Короче, это так круто. И иногда, вот, я не знаю, все-таки надо уметь в Дубае наполняться чем-то. То есть, чтобы тоже ты, когда приходишь на тусовку, ты много отдаешь энергии, даже фальшивой. Потому что, ну, ее зачастую здесь очень много. То есть ты выжимаешь из себя вот эту улыбку, это тоже энергия. То есть и ты не хочешь казаться грубым, то есть хочешь, ну, не хочешь обижать как бы своего собеседника и хочешь дарить этот позитив людям. И потом ты просто приходишь домой и целый день вот так вот лежишь дома, и вообще тебе не хочется никуда не вставать, ничего не делать. Но я рада, что я не ловлю вот это депрессивное состояние, и я умею наслаждаться вообще любыми вещами в Дубае. То есть даже вот, не знаю, там цветочек увижу красивый, такая, вау, господи, как классно. Он меня уже даже чуть-чуть как-то наполнил. Либо там на улице что-то. Вот смотри, он сейчас подарил просто так женщине розу, и это очень сильно сейчас меня наполнило. Ну, это типа мило. И вот эти вот детали надо важно замечать, потому что в Дубае сложно в плане душевном. Чему я благодарна, что я приспосабливаюсь наполнение вот этому. То есть, наверное, раньше я искала, вот почему я постоянно влюблялась, постоянно что-то там искала, какие-то отношения, я искала это в других людях. Но вообще забыть вот про этот путь, лучше наполнять себя, и вообще все будет прекрасно. Только когда ты любишь себя, тебя любят все вокруг, вот и все. У тебя какое число днюха? 3 декабря. Будет 30. Да, 8 ноября 30. Да, окей, Значит, значит. к 30-ке подобрались. Да. Ну вот Мужики. смотри, мы встречаемся с тобой, да, вот в 2025 в июне. И вот что бы ты к этому месяцу хотел бы добиться, каких там пунктов? Ну вот я бы хотел, чтобы мое дело, которое вот это с радиостанциями, чтобы оно развивалось и шло только в гору, и чтобы я занимал самые крупные холдинги с этим проектом, чтобы у меня была большая клевая команда. И, конечно же, чтобы я сам, как независимая единица, гастролировал и по миру, и здесь, чтобы я себя очень комфортно чувствовал. Я не говорю о каких-то там типа колоссальных гастролей, как продюсера. Ну, просто, ну, как гастроли, как клевого диджея. Я такие кейсы тут знаю,
Вот, и поэтому я считаю, это более чем реально. Просто нужно работать над social media, такой типа инста, тикток, а я вообще про тикток забываю почему-то. Вот, инста, тикток, и потом тебя там позвали, там позвали. Ты сказал, что у тебя вот есть такие, да, примеры? Да. Ну, парочку назови. Ты, наверное, их называл в тот раз, да? Нет, я его, кстати, не называл. Давай, Ну, называй. это Рэй. Он клево стрельнул с ТикТока и полетел. Там, Бахрейн, Катар, ну, в общем, по Гулфу. Я думаю, что он так покатается и поиграет много, и там, гастроли международные не заставят себя ждать, так скажем. Еще, наверное, мистер Ливьер. Есть такой чувак. Тоже. Француз? Не. Кстати, может быть, он французского происхождения, но он, по-моему, он из Сомали. Он тоже что-то катается, гастролирует. Я смотрю, на Мальдивах вот сейчас был. Хотя наши тоже ребята, вон, видишь, Катюха, Кэтрин Кова, тоже была на Мальдивах, играла, красотка. Ну что, все, тогда желаю тебе удачи с твоим проектом. Это интересно, как у тебя сейчас такая бизнес-составляющая, да, вошла в твою жизнь и в твою Ну, голову. да. Это будет разъеб по-любому. Ну, типа, мне нет выбора. Давай так, встречаемся с тобой в 2025 в августе, здесь, пьем кофе с 25-м? чаем. Ну, через год. 25 уже через Уже год. 25 через Я год, такой думаю, бро. не, что-то долго. Так, и мы встречаемся, и я говорю, так, Серый, рассказывай, как год прошел, какие там 3-4 проекта ты сделал. Слушай, это круто, это большая ответственность на самом деле, да, вот когда вот так вот все, короче, под запись, под видео, потому что на самом деле настают такие моменты, когда просто думаешь, да все, мне это все надоело, я могу просто там уехать в другое любое место, там, да, своим ремеслом я смогу зарабатывать деньги, чтобы мне хватало там на какое-то жилье, еду там и так далее, вот, но вот такие моменты, как ты сейчас говоришь, да, встретимся через год, там, да, они такие, да, блин, насколько еще было идей, желаний, вот, и на самом деле вот выход таких интервью, участие в таких интервью, они тоже заряжают. Заряжает именно обратной связью какой-то от людей, потому что пишут там самые неожиданные люди какие-то из детства, даже из прошлого, да, кто посмотрел это видео, и они такие, о, типа, классно, круто, какие-то там ученики мои, которые я особо там не афиширую, там тоже, вот у меня там интервью, смотрите. Есть ученики, которые просто даже там отучились, потом говорят, ой, слушай, там, блин, посмотрели твое интервью, это разъеб, типа, вот складываешь впечатление целеустремленного человека. Вот это, наверное, самое главное, короче, иметь эти цели, потому что настают такие моменты, когда перегораешь, что вот эти цели, ты уже готов их все оставить и думаешь, все, я хочу, чтобы меня все оставили в покое, и я буду жить спокойной, нормальной жизнью. Вот. Перегораешь, забываю, да. Да, но окей, давай где-нибудь встретимся. Ну, не обязательно здесь, но через год, окей. Интересно, дистанция. Ну, потому что вот мы встретились с тобой через полгода, я понимаю, что много чего произошло вот в этот шар, так скажем, шар, который вот должен лопнуть, да, вот сейчас этот шар, он еще не лопнул, но он стал гораздо больше, этот шар, вот, и я думаю, что через год, когда мы с тобой уже встретимся, этот шар лопнет, короче, и будет совсем Дубай, другая готовься, история. Дубай, готовься. Вот, и да, и я надеюсь, что этот шар лопнет не только у меня, вот, а и у тебя тоже, вот, я тебе искренне этого желаю, вот, я смотрю за тем, что ты делаешь, и очень кайфово, я хочу действительно, чтобы вот то, что мы с тобой обсуждали, да, вот выход вот этот на иностранную аудиторию и так далее, чтобы вот это все сбылось, и вот год, наверное, это максимум, вот, так что давай через год я возьму у тебя тоже интервью. Все, Давай. пусть все будет так. Если бы у тебя сейчас была возможность вернуться в 2010 год с теми мозгами, которые у тебя сейчас, вернулся бы? Ну и заново прожить, собственно говоря. 2010 год, мне 15 лет. Я учусь в каком-то там классе, играю в компьютерные игры, занимаюсь футболом. Ну нет, наверное, я бы не возвращался. Ну, потому что, наверное, у меня нет ощущения, что когда вот даже, сколько это, 14 лет назад, да? 14 лет назад, и за эти 14 лет, что в какой-то момент там вот этого времени я думал, что как мне грустно, как мне плохо, как все плохо, и, в общем, вот такого какого-то подавляющего настроения
Наверное, у меня не было такого, я такого точно не помню. Это значит, что у меня все было в общем, если брать, все было классно, все хорошо, все настроение было хорошее. Тогда, наверное, ну, я бы не возвращался. Но если бы я вернулся со своими же мозгами, Изменил бы что-то бы там? ну, я бы играл меньше в компьютерные игры, я бы больше просто занимался сразу же музыкой, старался бы искать больше информации, потому что, я не помню, я это рассказывал или не рассказывал в прошлый раз, что я диджеем хотел стать с 13 лет, и что я закончил, потому что у меня не было, я не нашел импульса вот этого, чтобы меня дальше подтолкнуть, потому что там меня диджей, который единственный был мой знакомый, он меня отверг, я пытался сам это все делать, у меня не получилось, и как бы и импульс вот этот закончился. Вот, скорее всего, я бы просто со своими же, если я вот с информацией, которая у меня сейчас уже есть, я бы просто больше старался, как бы дальше бы эту историю пушил бы именно диджеинг, музыка, написание, продакшн, неважно, все что угодно, я бы вот этим больше занимался, меньше бы играл в компьютерные игры и меньше бы потратил времени на то, что мне нравилось, ну, я получал удовольствие, но я бы больше вот этим занимался, чтобы сейчас уже, скорее всего, больше бы у меня было опыта, у меня было бы больше навыков, больше знаний. И вот именно вот в этой сфере у меня было бы, скорее всего, больше чего-то. Вот и только бы это, наверное, я бы поменял. Но тоже это, я бы не поменял свою жизнь кардинально, я бы просто больше бы сделал упор, точнее не больше бы я сделал, а я бы как бы попытался найти бы импульс. Хотя если у меня мои мозги, мне не нужен уже импульс, я уже как бы знаю. Вот, поэтому только может быть это. Но так нет, я бы ничего не менял, все кайф. Кайф. Все, Мишаня, удачи тебе. Встретимся через год. Взаимно. То есть такая как бы концепция гамбургера. Вот верхняя булочка с кунжутом – это идеи, которые постоянно приходят в голову. Нижняя булочка – это действия для реализации этих идей. И вот эта жирная такая черная котлета, с которой стекает масло, это страхи. Это страхи, которые блокируют действия. И еще у меня цель на этот год – идти в свои страхи, во все страхи. Не делал свои вечеринки 12 лет. Последний раз это было в Питере, я делал вечеринку для универа своего. И я попал там на бабки, меня не выпускали двое охранников из клуба, закрыли дверь в масках и сказали, типа, ну ищи бабки, мы тебя не выпустим. И вот эти два охранника, они преследовали меня все эти 12 лет в голове. Типа, чувак, не надо никакие вечеринки делать, забей, ты попадешь на бабки, ну, и тебя опять никто не выпустит, и это будет для тебя стресс. И я просто выписал все свои идеи, выписал, какие страхи у меня по поводу всех этих идей. То есть там, грубо говоря, вот идея сделать свою вечеринку с Deep House музыкой, с музыкой, которую я очень люблю, которую никто здесь почти не играет, но мне она очень нравится. Какой страх? Ну, страх на самом деле тоже понятен здесь. Это вот эти два страшных охранника, которые говорят, что ты попал на бабки. Какое действие? Соответственно, мне нужно найти место, в котором я обозначу свои условия, что, чуваки, я не гарантирую вам большое количество людей, я вообще не знаю, сколько людей придет. Давайте так договоримся, чтобы я вообще никак не попал на бабки. На самом деле, возвращаясь к Фленджеру, то есть я когда выложил первое интервью с Мишей, я на самом деле уже был супер доволен, потому что нету вот этого какого-то молота над головой, который бы мне говорил, что вот ты должен добиться, блядь, успеха в этом всем. Ты должен. Ты вот, блядь, ты столько лет уже этим занимаешься, ты должен добиться успеха. Что у меня есть в диджеинге. То есть в интервью есть безумная легкость. И поэтому, может быть, я сейчас, кстати, и занимаюсь всем, кроме диджеинга. Интервью, фотография, вечеринки, там, отчасти даже написание музыки, да. Это все не диджеинг. Развязаны руки, я могу делать что угодно. Я могу вот такой формат выпустить. Я могу выложить интервью с каким-то очень попсовым диджеем, с каким-то очень андеграундным диджеем. Это может быть интервью на русском, на английском, блядь, на китайском. Нету вообще никаких рамок. Есть какая-то расслабленность и по вечеринкам тоже. Ну, придет там 15 человек. Ну и отлично, поиграю музычку, как бы пойду домой спать. Что я потеряю? А вот в диджеинге есть вот эта вот какая-то хрень. Какие-то вот обязательства. Типа, что, блядь, ну я занимаюсь этим с 2008 года, а как бы еще не на бойлер-руме. И вот как бы давай, вот что-то, блядь, вот сделай. Вот как-то вот познакомься вот с какими-то такими определенными людьми
И это, кстати, не у всех диджеев, то есть, ну, и в этом даже видео, там, тот же самый Миша говорит, что, чувак, да я расслаблен, типа, как бы все окей, все идет своим чередом. Многие диджеи, с кем я общаюсь, говорят, что, чувак, всему свое время, Артур, привет, всему свое время. Но вот это как бы история, конечно, вот это какой-то незакрытый гештальт с диджейкой, он, конечно, безумный, потому что я понимаю, что сейчас я в такой физической форме, что я сейчас в такой эмоциональной форме, я как бы готов вот ко всему вот этому пиздатому, что есть в диджеинге, в моем понимании. Фестивали, Boiler Room, мои треки везде играют, здесь играть в лучших местах, коллабы с артистами, в общем, подписчики, какие-то там просмотры, я к этому всему готов. И когда я смотрю на Boiler Room сеты, Мол Грэба, моего ровесника, ребят, которые моложе меня сильно уже даже, я на них на всех смотрю, вижу как бы этот вот блеск в их глазах, и, конечно, у меня, ну, и зависть это вызывает, и какое-то неспокойствие. Я не могу расслабиться, типа что, ну, пусть как будет, там, ну, поиграю я на Boiler Room или не поиграю, хуй знает. Мой психолог, он задал мне интересный вопрос. Он спросил: Денис, а с чего вы взяли, что у вас получится? Вы вообще с чего это решили? Я ему ответил, что ну, просто на самом деле самоуверенность. Просто я вот в себе уверен. И далее он мне сказал, что вам нужно принять ситуацию вот как есть сейчас. После этого принятия уже можно куда-то дальше там выстреливать. Но без принятия это будет постоянная жизнь в каком-то стрессе и в какой-то непонятной херне. То есть он мне сказал, что нужно представить, что так, как ты живешь сейчас, ты будешь жить всегда. Ты будешь столько же зарабатывать, ты будешь играть в тех же самых местах, у тебя будет столько же подписчиков, просмотров, у тебя будут такие же друзья, такое же здоровье, такое же тело. Вот так вот будет всю жизнь. И вот если как бы с этим фактом смириться и принять себя вот в нынешнем состоянии, получить кайф и удовольствие от того, что есть сейчас, и от того, где я сейчас нахожусь. И дальше пробовать что-то делать, что-то строить.